осенью ходить на яхте по островам Хорватии очень приятно. Да, утром и вечером бывает прохладно, обильно выпадает роса, с гор может задуть холодный ветер Бора, он в Хорватии бывает довольно сильный. Поймать штормец вполне реально. Ну так что ж, можно славно пройтись под парусами. Так вот, посмотрите, осенью нет изнуряющей жары, толп туристов, нет суеты, не нужно никуда спешить. На стоянках всегда есть место для яхты. Нет шумных дискотек, громких криков. Маленькие городки готовятся задремать до весны. Разум отдыхает, мечты медленно плывут мимо, когда сидишь за чашкой кофе в пустом кафе на набережной. Узкие улочки старинных кварталов пустынны. Отполированная мостовая отражает звуки шагов, и кажется, наконец-то ты один в этом мире. Окна домов, различных лавочек закрыты, большинство до следующего сезона. Жителей на островах немного, а на зиму остается еще меньше. Только представьте, чем здесь заниматься зимой. Для творчества, конечно, идеально. Писать книги, рисовать, слушать вибрации, думать. Мысли текут прозрачно и прохладно, как родник. Чистый воздух, энергия теплого моря, ночной покой с неподвижными прозрачными струнами мироздания. Обожаю осень. На островах много удобных и красивых заливов, и Старый Град уютно расположился в вершине большой бухты с широким входом в 2 мили, глубоко вдающейся в берег. Яхтенный туризм на островах – важнейший источник доходов, и потому о яхтсменах заботятся. Обновляют набережные, делают новые муринги, ставят буи для стоянок. Обычно за стоянку берут существенную плату, но ведь лучше заплатить за надежное место, чтобы потом спокойно гулять, отдыхать. Кстати, осенью плата за стоянку ниже, что тоже в нашу тему. Видите, отличная погода, полно свободного места для яхт. В сезон, чтобы тут встать к причалу, нужно приходить до обеда, и то не факт, что повезет. А сейчас стоит лишь десяток лодок, на которых такие же любители неспешного осеннего яхтинга. Как видите, старая, та еще архитектура несет явный отпечаток классических пропорций, в которых знали толк римляне и греки, те самые, сочинившие тома для библиотеки. И это очень вкусно – ходить и читать книгу архитекторской мысли. Тогда умели строить, а вот современные постройки в Хорватии порой звучат какофонией. Вроде все ровно, покрашено, но чувство пропорции не то чтобы отсутствует, а будто над ним специально издевались. Или это по контрасту с классикой? В это время года замечательно совершать пробежки и заниматься спортом. Летом, в жару, делать упражнения или бегать после 8 утра тяжело, солнце припекает. А в такой сезон чистое удовольствие, а не тренировка. Можно взять велосипед на прокат. Старый Град – старейший город Европы. Люди живут тут 1000 лет. Конечно, вот этим вот строением не 1000 лет, но любители развалин найдут тут много интересного. Местные археологические находки относят к 3-4 тысячелетию до нашей эры. Вот этот дом постройки 1893 года, ему всего лишь 125 лет. А я вот люблю посидеть в пустом кафе. Чувствуешь себя так, как будто это все лично для тебя. Свои чудаки есть везде. Меня тоже порой раздражает, когда лодки стоят криво. Но ведь на воде не сделаешь разметку. Но подождите-ка. Вот же она. Стоянка лодки перфекциониста. Да можно ведь, можно! Это же бросающий вызов всеобщему беспорядку одинокий шедевр. Полюбуйтесь, буечки-поплавочки, четкие углы и линии. Даже отражение осеннего хорватского неба в этом прямоугольнике выглядит чище и красивее. Камень для строительства добывают тут же, на островах, с глубокой древности. Это удобно. Нашел подходящую гору, напилил камня, погрузил на лодку, привез в бухту и сделал набережную.
Например, на соседнем острове Брач есть каменоломни, откуда еще 2000 лет назад брали камень для строительства дворца императора Диоклетиана в Сплите. Разговор о камнях еще впереди, а вот зоркий глаз яхтсмена сразу заметит, что столбики на набережной выполнены в виде яхтенных лебедок. Так и хочется накинуть пару шлагов троса. Вот и вершина бухты. Тут мелко, яхты зайти не могут, и стоят только рыбацкие лодки. Вот такой прекрасный залив в Старом Граде. Такое нечасто увидишь. Яхты с полными парусами стоят у причала. Конец сезона. Чартерные компании моют и сушат паруса, готовятся к зимнему хранению. Марины города Трагир. Их здесь несколько. Середина октября, в море яхт совсем мало, почти все уже стоят у причалов до весны, период ремонта и обслуживания. Трагир – древний и красивый город. Его историческая часть расположена на небольшом острове, а современные – на материке и острове Чиово, куда ведут мосты. Недалеко от Трагира находится аэропорт, и в город оттуда можно прийти пешком. Лично я так и делаю, когда прилетаю рано утром, пока нет жары. Сумка на колесиках легко позволяет пройти 5 километров. Дорога узкая и не приспособлена для пешеходов. Совсем нет обочины. Местные автомобилисты сердятся на туриста, который шагает по краю полотна. Некоторые предлагают подвезти. Ну, как говорится, улучшайте дороги, мерси за прием. Час ходьбы, я в Трагире. В старом городе большая набережная. В сезон в несколько рядов тут стоят суда различных размеров и форм, а уютные рестораны изо всех сил создают вкусную еду и романтику. На острове полный набор для любителей архитектуры. Собор, ратуша, дворец, музей, церкви, монастырь, колокольни, ворота, площадь, лоджии. Все это очень древнее и красивое. И, конечно же, крепость постройки 15 века. Если остановиться и замереть, можно услышать трепет гитарных струн.
Вам доводилось встречать летучего голландца? При виде такой картины сердце моряка холодеет. Эта яхта, стоящая тут несколько лет, очень напоминает вечного скитальца. Обрывки парусов, ржавые снасти, обросший водорослями корпус, птицы, привычно сидящие на беззащитной палубе. По слухам, хозяин уже не придет, и яхта покорно ждет своей участи. А участь известна. Металлический корпус, проржавев, начнет пропускать воду. Глубина тут небольшая. Яхта утонет, и из воды будет торчать мачта и часть рубки. Когда дует ветер, обрывки ее парусов беспорядочно развиваются, и кажется, что яхта машет руками, пытаясь позвать на помощь. Эта система трансмиссии для яхты называется Sail Drive с установленным складывающимся трехлопастным грибным винтом. Если яхта идет под парусом, такой винт складывается набегающим потоком воды, и это дает прибавку в скорости примерно полузла. Можно увидеть два протектора, защищающие металлические части от коррозии. Когда вал вращается, лопасти винта под действием центробежной силы раскрываются. На этой яхте другое устройство трансмиссии – грибной вал. Винт также трехлопастной складывающийся, но несколько другой конструкции. За протектором винта установлен острый режущий диск. Тут он без зубцов, а может быть с зубцами. Это резак. Он вращается вместе с валом, и его задача резать трос в случае, если тот намотался на винт. Осенью многие яхты на стапелях на берегу, и можно подробно рассмотреть устройство подводной части. Здесь Sail Drive со складывающимся четырехлопастным винтом. Можно видеть, что от одного из протекторов почти ничего не осталось. Его надо менять. Кстати, намотать трос на винт может каждый. Не нужно думать, что это случается только с салагами. Мало ли, что и где может плавать под водой. Чартерные компании болезненно относятся к таким случаям. Иногда это приводит к серьезным поломкам. Эта конструкция винта такая же, как первая. Обратите внимание, не везде на валах устанавливают резаки, а ведь резак – полезная штука. Если вы намотали трос на винт, винт блокируется, и яхта не может иметь ход. Иногда это бывает крайне неудобно, а порой даже опасно. Вот тут-то и полезен резак. Есть вероятность, что он сразу перережет трос, не дав тому плотно намотаться на винт. Еще один складывающийся трехлопастной винт в открытом положении. Тут вот на колонке какие-то странные дырочки. Кто знает, зачем они нужны? Ответы можно писать в комментариях. Вот и обсудим. Тут двухлопастной складывающийся винт. Он похож на сложенные ласты моржа. Если эти ласты склеить, яхта не сможет идти под двигателем. Винт не создаст упор. В этом минус складывающихся винтов. Если винт по какой-то причине не раскроется, толку от него будет мало. Их смены. Следите за своими винтами. Регулярно чистите их и смазывайте. А вот это обычный трехлопастной винт фиксированного шага. Следующая конструкция винта имеет поворачивающиеся лопасти. Это винт флюгерного типа. При движении под парусом лопасти автоматически выставляются по потоку. Сопротивление и эффект турбулентности винта практически исчезают. При переключении передачи газ-реверс лопасти разворачиваются на 180 градусов, и эффективная тяга винта на реверсе равна тяге хода. Это на 30-40% выше, чем у винтов с фиксированными лопастями. Почувствуйте, что называется, разницу. Еще у таких конструкций есть регулировка шага винта. Можно менять шаг в зависимости от условий эксплуатации. Вот как раз лопасти такого винта стоят как при движении под парусом. На валу установлен резак с зубьями, что безусловно эффективнее, чем просто острый диск. Как-то я видел на одном катамаране вокруг винтов в качестве защиты были установлены решетки. Серьезно, решетки. Винты в клетках были, да. В небольших таких аккуратных клетках. Интересное решение.
Ну а вот это литой двухлопастной винт фиксированного шага. Тоже, как говорится, вариант. Конструкции винтов и трансмиссий влияют на ходовые качества яхты, и потому каждая яхта в ходу имеет свои особенности. Их нужно понимать и учитывать. Немец увидел, что я снимаю на видео со стадикама. Подумал, что я тестирую корпуса яхт каким-то прибором хитрым. Я говорю, нет, я просто снимаю видео, какие бывают различные винты. Целая выставка винтов грибных получилась здесь в Марине. Можно по ним изучать разные конструкции. В разгар сезона на остров Вис ежедневно приходят сотни яхт. Порой даже подойдя к 10 утра не застанешь свободных мест у причала. Одна яхта выходит, на ее место сразу становится другая. И еще 2-3 кружат рядом, надеясь куда-то втиснуться. Можно встать на буй. В городе Вис это бесплатно, но тогда придется добираться на берег в лодке. Если нет свободных буев, а их количество все же ограничено, остается встать на якорь. Вода октября. Чистая, прохладная, пригодная для купания. Залив Святого Юрия, где расположен город Вис, с 3 сторон укрыт от ветра высокими горами. Здесь нет каких-то особых туристических красот, кроме видов гор, бухт, лазурного моря и неба. Но этого, поверьте, достаточно. На Висе обязательно нужно взять на прокат какой-то транспорт, велосипед, скутер, автомобиль и объехать остров. Если это сделать до восхода солнца, можно увидеть незабываемый рассвет, а вечером, поднявшись повыше, полюбоваться видом бухты на закате и видами ночного моря. Дороги острова чередуют подъемы и спуски, петли по склонам гор и серпантины. Здорово проехать по старым дорогам, где накрывают волны ароматов горных трав. Вот как раз катамаран поодаль от берега, на буе, не хочет платить за стоянку у причала. Летом тут бывает жара под 40. В октябре совсем другая атмосфера. Все так спокойно, что на всякий случай начинаешь медленнее двигаться. Люди поселились тут давно. Их можно понять. Сказочное место. Плодородной земли тут, правда, мало, и с пресной водой сложно. Тут даже запрещают мыть палубу. Вода в колонках на причале только для пополнения запасов яхты. Но как-то они боролись, эти древние люди. Строили каменные террасы, сажали деревья. Говорят, на островах был такой порядок. Юноше запрещалось жениться, пока не посадил 100 оливковых деревьев. Мудрый, кстати, был порядок. Жениться захочешь и 200 посадишь, никуда не денешься. А сейчас? Женятся как попало, вот деревьев и нет. Большая моторная яхта стоит у причала лагом и никому не мешает этим своим положением. Однажды летом я видел в ряд бортами тут, их стояло 7. Подобные яхты тоже можно брать в аренду, только это уже получится VIP-чартер. Если говорить о VIP-чартере, я бы все же предпочел парусную мега-яхту. Уровень комфорта там бывает не меньший, а романтики значительно больше. Да и ходить от заправки к заправке на парусной яхте не нужно. Если хотите увидеть мега-яхты, рекомендую поехать на Сардинию. Только не в путешествие по острову, а в яхтенный чартер по морю вокруг. Там, на Коста-Смиральда, собираются самые-самые большие и дорогие яхты в мире. С берега их не всегда можно рассмотреть, а вот с борта яхты легко. Можно вообще встать рядом и делать вид, что вы вместе. В прошлом столетии остров Вис был военной базой, посещения не разрешались. Туристы начали приезжать только в 90-х годах прошлого века. Тут остались военные сооружения, туннели и бункеры, по которым можно бродить самостоятельно или с гидом.
Кстати, на Висе в одном из ресторанчиков отлично готовят хорватское блюдо – пеку. В чугунки, похожие на летающие тарелки, складывают мясо с картошкой или рис с морепродуктами, закрывают крышки, засыпают углями и пекут несколько часов. Получается нежный вкус и аромат. Плюс домашнее вино. Бывает, вот так идешь, как бы гуляя мимо яхты, а тебе вдруг раз и что-то вкусное дадут. Или не дадут. А вот тут поговорим о камнях. Таких каменных террас или стен множество на островах Хорватии. По некоторым оценкам, их суммарный объем больше, чем объем египетских пирамид. Видно, что эти сооружения построены очень давно. Сегодня ими почти не пользуются, и смысл такого огромного труда не совсем ясен. Есть разные версии их назначения. Например, что такие террасы сохраняют плодородный слой почвы, чтобы его не смывало дождями с гор. Звучит правдоподобно, но дело в том, что не все такие стены построены поперек склонов. По другой версии, это аккумуляторы влаги. Камень и воздух с разной скоростью нагреваются и остывают. От этого на камнях выпадает роса, стекающая вниз и увлажняющая почву. Воды тут мало, так что версия тоже правдоподобная. А вот и военные позиции, вырубленные в скалах. Они защищали вход в залив. Слышите? Сквозь плеск волны пробивается бой боевых барабанов. С самолета хорошо видны те самые каменные террасы. Светлым выделяются участки, которые сейчас обрабатываются, остальные давно пустуют.
Говорят, что якобы камни собирали земледельцы, чтобы очистить почву. Но посмотрите объем работы этих земледельцев. Современные хорваты даже использовать такие огороды не могут. А откуда же у древних столько земледельцев взялось, чтобы это построить? Это же нужно не просто собрать камни, привезти и ровно сложить. Заметьте, ровно. Нужно было спроектировать участки, ведь явно прослеживается какой-то инженерный замысел. Стены не хаотично построены. Значит, был какой-то огромный проект освоения островов и прилегающих территорий.